Итак, снова всем привет. Это видео nl25 на пати покере. Играем на 4 стола, но буду показывать один стол. Записывать буду один стол. Сыграл уже меньше 100 рук. Что за столом у нас? Откровенные 3 фиша. Вот, Алекса, Гаусс и Реберион. Вот. Здесь меняется все время. И здесь тайповый регуляр. В данный момент ничего интересного у меня сейчас практически минут 10 не происходило. До этого на одном столе мне жестко не повезло, 3 раздачи, залил практически 4 стека. Вот. Выставлялся по старшей паре, старшему кикеру. Доехала терном вторая пара. Оппоненту забрал мне все, что я выиграл за сессию, плюс свои. И следующую выставлялся 2 короля, 2 дамы и пришла дама. И последняя, третья раздача была. Там мы шли до шоу-дауна. Мы доехал младший скрит, и там почему-то оказался старший. Вот. То бишь, пока сессия уходит в минус. Очень неприятно. Ну ничего, будем стараться играть правильно. Самое главное, оппоненты позволяют это делать. Так. По моей статистике быстренько пробегусь. Пип, префлоп рейс, бенда шоу-даун. Ну, здесь я, в принципе, за нету буду его трибетить, изолировать. Не надо, чтобы оказался фиш в банке. Да, у нас нет позиции, но при наличии фиша банк раздуется и будет мультиплот и плохой. Отлично попадаем. Тут слоуплеить я не хочу. Я хочу забирать банк прямо сейчас. И буду ставить много даже. Вот такую ставку по банку. Отлично отвечает. Здесь я покажу свою слабость. И буду играть чек-рейс. Да, чек-рейс подходит. Отлично, фиш нам отдал свой стек. Шестерки, ну, по такой доске. Вот план сразу был неплох. Сыграли мы по флопу конбэк и сыграли чек-рейс пуш черно. И товарищ купился. Сразу бежал регуляр. Они все гоняются. Так вот, что еще по статистике? Здесь у меня фолд на конбет, рейс конбета на флопе. Так, здесь, да, это идет изоляция, короткий. Я здесь в шестерке зарою. Пол в холодную при флопа. Здесь фактор агрессии. Здесь у меня префлоп 3 бет. И здесь флоп на префлоп 3. Здесь у меня стил. Пол на большом и на малом. Как видите, на оппонентов, которые находятся за столом, статистики мало. В основном это неизвестные люди для меня в данный момент.
Вот он, у него очень большой стил. Пока я выкину. Дальше. Так, а что это такое за другим столом? Мне опять жестко переехали. Что-то он расшухарился. Ну, опять же, мы в позиции будем на него. Я надеюсь, что зайдет еще этот товарищ. Шестерки неплохая рука на сет value. Но, к сожалению, тут ничего мы не сможем показать. Вот. Я постараюсь поставить конбет, а бет по флопу. Чехли кол. Кол может быть как от туза короля бубнова, так и от вольта. Задумался. Наша шестерка бубновая, она здесь при наличии еще одной четвертой бубы, она будет, конечно, плохо выглядеть. Я не буду знать, как я стою. Вот. Ну, у меня получается, я здесь сыграю через чек. У нас есть старшая флеш-дро по пятерке. Вот, и получается здесь много что нас бьет. Я отвечу. Да, флеш, в общем. Королю, по девятке. Сыграли не очень хорошо. Здесь как сказать, двух слабых оппонентов мне, если бы он бы здесь сделал бы сопротивление через рейс, через 3-бет на флопе, то я бы уже понял бы его диапазон, но он за слоуплейл, получается, платит свой флеш. Вот, и уже при выходе на терни семерки, да, у меня открылся уже флеш, и мне было, то есть агрессию свою проявлять нужно было. Тут закрылся, он там ничего, для него ничего не менял. Поставил шансом банка не нужно. Ну ничего, играем дальше. Вот, у нас находимся в позиции на еще один, видимо, фиш тоже. Смотрим. Ну да, то есть посмотрел, но эта раздача была сыграна не очень хорошо. Просмотрим немножко потом записи уже и анализе. Опять он попадает и продолжает. Флэш, везет ему. Неплохо, степ увеличивается. Подождем ситуацию и так сыграем с ним степ. Король 8 на малом блайнде. Легкий пас.
На баттоне я не буду тут пропустилить. Здесь часто я увижу фол. Даже находясь в позиции, мне будет тяжело разыгрывать его. Туз дама, неплохой хенд. Будем ставить больше. Да, банки не оказалось. Тут 4. Здесь мы часто увидим пас. Здесь практически тоже. 5 сыграет. Рейс. Получает фишапол. Попадаем в туза. Без кикера. Здесь сыграем конвертом. Смотрим, как мы стоим. Вот опять ему. Неужели ему опять пришел флеш? Сыграть через чек-пол. Чейнбэк. Пол. Через чек. Банк победит. Здесь бы даже если бы я поставил, все равно бы он своего туза бы слабого не выкинул. Вот. Я был чуть-чуть его впереди, но это ничего не меняло, в принципе. Что я говорю, он полколит слабых тузов, то есть весь мусор, который нужно зарывать, он лирует. Ну, также все бродвеи заходят все коннекторы, слабые, сильные, дрявые бродвеи. Пока оно ему приходит. Ну, здесь, если будет пас, я буду обязательно рейзить. Валет 5 неплохая рука для этого. Да, он опять свой понятно 60%. Без паста, да. Туз король, опять же, хороший хенд на баттоне. Ну, здесь легкий 3-бет. 3-бет побольше. Обязательно будет с ним играть на стек, если до этого дела дойдет. Туз валет то же самое. Также тут четверной КНРС никого не смущает, поэтому буду чуть побольше ставить. 10-8. Интересная линия розыгрыша. Линк бэк. Туз 8 на большом блайнде.
Опять же без позиции, но мой 3-бет будет обязательно закалирован, и я без позиции буду находиться, не знаю как стою. Я лучше здесь сыграю полом, не хочу разгонять этот банк, посмотреть, что из этого получится. Получаем флеш-дро мацово, сыграем чек-кол. Чуть меньше банка, это кол. Получаем восьмерку, совпадение, опять же тут будет чек-кол. Восьмерки мы побеждаем. Ну, тут и нормально было бы поставить донг в него. Я думаю, что этот бы донг также бы прокалировал он, и тут 9 немножко впереди, но у меня было в доске преимущество. Также, если посмотреть, я его еще ни разу не стилил. Особо. Это там не было. Дама 8. Пишет решил короткий. Легкий пас. Король 6. Открыть рейзинг. T7 пас. Второй рейд разномастный на большом блайнде. Туз дама снова будет один рейс. Получаем от тайтового оппонента. Здесь прокалирую его. Все-таки я нахожусь в позиции. Должен понимать, что тут очень часто на эту доску не попадет. Но свою карманную пару он все-таки прокалирует дальше. Здесь будет просто чек. Ну теперь он делает потерную ставку. Дама 9 тоже класс. Ну, вот видно, что он до этого заходит, но потом агрессивно разыгрывает свои фонды. Здесь может как две пары быть. И сет может быть. Сет восьмерок, сет семерок. 4-10 пас. 10 тоже слабая.
Будет линк. Стараюсь его обозначить. Сильный. Буду всячески лечить линку с малого блага. Смотреть. Дальше. Делаем больше. Мне понравилось. Ну, это заход линком на роль 5. Отличная игра. Две двойки с УТГ. Я играю колом. Ничего страшного, что и повышение. Калибр. Не попадаем. Садаем через чек. Приходит туз. Страшно, может быть, карта. Оставим. И, наверное, я здесь... Да, я здесь сдамся. Тут часто будет восьмерка и девятка, которую он не захочет выкинуть. Также тот же самый туз. Опять тут два линка. Ну, рука не очень сильная, чтобы играть рейзом. Попадаем во вторую пару. И здесь без кикера и наличие еще плюс короля я не показал свою силу, сворачиваясь. Вот нам приходит вторая пара. Тут уже мы будем ставить. Ставить будем много. Показывает, что мы что-то заслоутоили. Или хотим банк сейчас прямо забрать. Понятно. На что не попали. Здесь и ставка по флопу была бы не ошибкой. Получаем изоляцию пиша. Ну, то, что он будет играть колд-колом, это однозначно меня это устраивает. Поэтому я сегодня тоже этот банк. В него мы не попадаем, ничего страшного. На любой агрессию будем сбрасываться. Нет, из УТБ рейс.
Пишут, шел плохо. Так, фишка шла. Сразу проявил агрессию. Но с ним придется сыграть на стоп. Да, интересный розыгрыш. Что у нас в сейф-ауте? 50. Здесь попали мы в третью пару, и ставка неразумительная идет 50. Слабая флеш-дроу еще появилась. Две пары. Здесь поставим такую ставку. Мы остались назад. Я здесь сделаю пол, клин. 5 у него. Там может как и дама, как флеш-дроу будет, как шестерка. Здесь пол. Флеш-дроу закрывается. Опять же, да, это возможно, скорее всего, дама. Здесь пас. Две девятки. Нравится. Вот клин. Что-то коротких много подсаживается. Что мне начинает не нравиться. Начинает не нравиться. Попадаем в ту пару топ-кикер. Будем его лигибейтить. Также я надеюсь, что у него тоже есть туз. Здесь я сразу с ним сыграю на стек. Хочу я тянуть этот флеш-дро. И это у меня, к сожалению, закрылось.
Обидно. Но я же говорю, сегодня мне очень не везет. Он очень агрессивный, очень дешевый. Я стараюсь найти что-то, чтобы забрать его стек, если он, конечно, не уйдет никуда. Король 3. Это нравится. Ну, даже если бы я бы сразу, если бы я просто закалировал бы его в мини-рейс, то пришла бы дешевая карта, он поставил бы all-in бы, и мне бы то же самое бы пришлось бы калировать. Если попас. Ну, жаль, что не бежал. Сегодня за этим столом я за малым не поучаствовал в розыгрыше джекпота. Сет десяток, сет коры десяток, у меня была карманная пара вольтов, валет вышел на флопе и рано-рано 2 десятки закрылись, еще один валет, было бы вообще было отлично. Дама 5 на маску. Пас. Видите, оппоненты для меня неизвестные, но покер, который они показывают. Он очень слаб. И только если с вами никаких там отрицательных стриков не случается, как сам сегодня переезжают все, кто можно, и регуляры, и фиши, и все-все-все. Ну, такое бывает, ничего не поделаешь, что нормально.
Дама 7 на большом блайнде разномастная. Хочу я его прибыть. Очень агрессивный. Вот здесь первый раз против этого мальчика я сделал хобот, против на коротыш. Да, ни во что не попадаем. 8 то же самое будем атаковать. После этих мини-окон лимпов еще добавил. Попали бы 18, стояли бы слабовато. Да. Интересно. Нашли нашего пуля Стефани. Вот шли. Тут 2 на малом блайнде. Стол у нас распадается. Ну, видео я выпустил достаточно долго по времени, и почти уже 40 минут. Я все-таки записываю в районе 50 минут. Я сейчас другие столы все выключил. Ставил на одном столе. Внимание здесь. Да, жалко, карта не заходит пока что. Вот готовность. Будет проходить. 9 пас. Второй дама одномастный на большом блайнде. Получаем лимп. Делаем изоляцию. Ну, здесь будет камбудер.
Здесь я для того, чтобы он понимал, что я играю только сильные карты и ставлю на них комбет и второй пас. Это дама. На масле рейза. Король валет. То же самое. Что у нас? Короткий 4 макс. Немножко, наверное, агрессивней. Мы получаем 4 пэт. И все. Нами каратусили, отлично. Если бы был решен, конечно, Рубан бы зашел бы на высокой дивизион. Это было бы очень выгодно. Дистанция. 5 раз 62. Дама 10 не так, что будет покрывать. А тут полом играть невыгодно. И снова выиграл рейзинг. Попадаем в ту пару. Имеем дошот. Дошота на тут нету. Сыграем чек. Хоть доска опасная, я здесь ничего не покажу. Теперь у нас дошот. И я поставлю больше банка. Включаем комплект. Полирует, ребята. Сыграем через чек фоллоу. Если интересный розыгрыш. Да, с тузами здесь он сыграл флоп. Да, потом он сделал чек-рейс. И чек-рейс, рейс. Ну, тут еще ситуация такая была, что у него оставался короткий стек, и допустим, по шансам мало должен был оставлять. Опять же, не пилим сравним.
Я по калибру посмотрю на draw. Draw у меня не подходит. Да, агрессивных товарищей руки нет. Да, 8 одна максимум. Телефон. Ну, там бэк такой небольшой. Здесь второй баррель ставить не тяжело будет понять после его пола. Вот туз вышел. Очень даже неплохо, кстати. Да, это был слабый. Вот на этом, скажем так, моменте я буду заканчивать свое видео. Видео получилось для меня не очень хорошим. Конечно, много было минусов, много было пробелов. Со временем будем исправлять. Всем пока.